歩む道もなりたい姿も全部自分自身で決めるの。誰も私に指図なんかできないわ。Ой, простите, пожалуйста, я тут распинаюсь, а у меня микрофон отключен на ютубе, на твиче. Извините, пожалуйста, я тут столько всего рассказал. А что, меня не пустят? Пустите, я думал, надо камушки сломать. Тенрон, да я все, извините, я забыл, что я микрофон отключал. Не-не, меня слышно на ТикТоке, на Ютубе, на Твиче и на Трово меня... вон оно. Меня слышно не было. Тут отдельно же им стримится. Я думал, камушки надо было поломать, и все было бы хорошо. А оказывается, нет. Простите, пожалуйста, охайо. Кто ж знал? И чё? Константин, доброе утро, Макс, привет. А где призрак? Вон он. Ох, я накосячил. Ничего с этим не могу поделать, извините. Так вот, для тех, кто не слышал, в ОБСке вырубил микро, да, все так и было. Так вот, мы идем в Инадзуму, давайте я вас пока включу. Мы будем проходить там квесты, мы будем проходить основной сюжет, потому что мы поняли, что в Лиюэ неинтересно, некрасиво, и квесты там дурацкие, поэтому мы пойдем проходить то, что надо проходить. Сюжет. Чужеземка, хорошая возможность испытать свой мой меч. Паник говорит здоров. Привет. Здрасте. Паник говорит, как твои дела. Все нормально, как твои. Так. Он такой хороший сундук охранял. Пацаны, вы какие-то слабые. Кирору говорит Инадзума. Инадзума, да. Будем Паник проходить говорит, да, ее. нормально. Спасибо за подарочек. Макс говорит. Баба. Спасибо, Дамир.
А здесь инадзумские хиличурлы или нет? Ну, у них на лице что-то, кажется, другое. А так вроде такие же. Окей. Кирилл говорит, Ой, это блин, место Нахида, ты Ленин откуда взялась? Face with Hearts. Я всегда занимаюсь делом, алло. Лишь продуктивный. Так, Дармир говорит, у них нет разновидностей. да, заметно. А, аметист, я думал, это Дармир электро. говорит по регионам. Угу, я понял. Керлиф говорит, Просто электрохиличурлы. Окей. Там какой-то большой дядька. Кирару говорит, ну да, поговори мне про продуктивность. Я такой. Смотрите, какой дядька. Смотрите, а вы говорите, нет разновидности. Я таких в Манштате не видел. Улетел. Ладно, пока с пацанами разберемся. Рипа Мама. говорит, а это чё за перс? Это чего, Рик? Дэйв говорит, сколько эйр. Что? Что? Кого? Что такое? Это что? Что за дамаг у него? Ешь. Спасибо за подарочек. Дармир говорит, F на хиде. F на хиде. Но Кирилл она говорит, не должна была быть в этом. Большой дядя. И говорит, не у электрохиличурлов акцент и надзумский висмарнакру. Понял. Говорит, в мое время такого не было. В наше время такого не было. Кирилл говорит, тебя вода бьет еще. Да, я понимаю, что здесь камушки электро стоят. Жесть какая. Вот это мне навтыкали, Аня конечно. Мика говорит, утречка. Доброе Давай и утро. чатик, ня. Доброе утро, не. Знаете что? Давайте мы сразу это сделаем. Так, во-первых, Нахиду воскрешаем. Во-вторых, мы ее сразу же заменяем. Так как меня здесь обижают, мы возьмем Барбару. Блин, мне же нужна Фишель, ну ё-моё. Ладно, Барбара, хиль всех. Какая... Зачем ты это сделал? Я говорю, Барбара. Ой, блин. Сахароза, ну куда ты лезешь? Ладно, давайте я сразу тогда поменяю Кирилл на... говорит, ахайо Мика Face with Hearts. Так, поменяем на Фишель. Так, можно я попью? Аня Мика говорит, спасибо. фачерит хиарчепи. Так, Дэркула говорит, роллинг on the flower laughing. что мы делаем? Я хочу... я собираю сейчас ресурсы на то, чтобы прокачать сигнал Чиори. Поэтому мы пойдем за вот этими штуками. Вот сюда. Вот сюда. Я понимаю, что мы назад телепортируемся, но мне надо. Я не знаю, а сколько, кстати, подскажите, спасибо большое. Сколько откатывают вот такие Кирилл говорит, за мини-боссы? твои косяки Сахароза должна отвечать. Точка. Так она же сделала, не я. Я же не виноват. Вот эти пацаны как быстро откатывают? Вот этот кубик. Сейчас он поближе подойдет. Кирилл говорит, за звездную пыль купить мог бы. Нет, я Маки все говорит, купил же. привет. Привет. Привет! Так, вот так вот. Вот так вот. Дармир говорит, они сразу появляются после того, как далеко от Не-не-не, это неправда. Если было бы так, я бы уже нафармил 1 миллион. Или правда? Маки, спасибо за подарочек. Кирилл говорит, багнулся чатик. Как это? В смысле багнулся? Акижана Булгазин говорит, холо народ. Холо. Так вот, объяснитесь. Как быстро появляются... Вот эти мобы, которых я убил. Когда они появятся теперь? Если я сейчас телепортируюсь и вернусь, они появятся? Я не верю. Спасибо за подарочек, Дамир. Спасибо, вы чё меня задариваете, Уло? Спасибо большое. Кирилл говорит, в тега скинула. Макс Сейчас. говорит, привет. Привет еще раз.
Так, в ТГ скинула. Понял. Дейркула говорит 24 часа возрождения. Вот. И говорит их, Вот это верю. на теории нужны ресурсы из Фонтейна и Надзумы Фейс вести. Не, ну я пока что Коник мне говорит, нужно Макс, а только твой стрим же. вот это. Дермир говорит про этих. Что мой Акижана стрим? Булгазин говорит, как утречка у вас всех. Все нормально. Так, сейчас я быстренько гляну, что там с чатиком. Ой-ой. Да вроде все должно быть нормально. Ладно, посмотрим. Так вот, оружие. Улучшить. Вот. Можно создать 11. И вот эти штуки я могу тоже сделать 7 еще. Спасибо, Макс, за подарочек. Не надо, Макс. Так вот, мы идем Кирилл попытка говорит, у номер меня 2. по прыгуне 11 часов откатывались. М, Дейркула говорит, какой ранг приключений. 42-й. Поник говорит, а через какую ты прогу чаты объединил. Через свою я Аниника сам говорит, написал. ресурсы, мини-боссы и камушки ресаются через 24 часа дня. Не. Понял, не. Стоп. Мы же... О. Прошло больше года с тех пор, как мой сын Саймон Джиро ушел в армию. Время от времени он писал домой письма. Хотя он не совершил ничего выдающегося, он рассказывал обо всем, что случилось с ним в армии. Это очень утешало сердце старика. Войны дождались, и мой сын... Поник говорит, ну ладно, я думал, есть прога, придется помучиться тогда. Я потом ее выложу, я в процессе. Я ее скоро выложу. Который мало чего добился, перестал присылать письма. Спасибо за подарочек. Отсутствие контакта сильно ранило сердце старика. Я умоляю всех, кто видит это объявление, помочь мне в поисках моего сына. Если вы знаете о его местонахождении, жив ли он, и почему ему посчастливил, или почему... Или ему посчастливилось умереть за свой народ, пожалуйста, дайте мне знать, чтобы мое сердце успокоилось. Если у вас есть какая-либо информация, разыщите меня. Я, Саймон Кацуми, буду глубоко признателен. Лайдер, спасибо за подарочек. Так. А в Steam Genshin есть? Нет, Genshin ты отдельно качаешь. Костантан. Маки, спасибо за подарочки. Так, ладно, идем. Не сильно Мы отвлекаемся по пути, но не сильно. Чуть-чуть. Чтобы понимать просто, что происходит. Маки, спасибо. Пончик, спасибо. О! Это же Саймон Кацуми, он ждет. Так, подождите, я вас выключу. Здравствуй, девушка. Твое лицо не кажется мне знакомым. Ты тоже видела мое объявление? Вы со мной разговариваете? Да, разве похоже, что поблизости есть другие девушки? Спасибо всем за подарочки. Квуиркс. Прости, не знаю, как прочитать твой ник. Спасибо, Кьюкамбер, спасибо. Поблизости другие девушки. Ох, где же мои манеры? Здравствуй, девушка. Полагаю, ты уже видела это объявление. Как ты уже догадалась, я Саймон Кацуми. Мне очень стыдно просить посторонних людей помочь и мне найти моего сына. Но, пожалуйста, сообщи мне, если узнаешь что-нибудь о нем, хорошо? Неважно, жив он или... Прошу, скажи мне всю правду. Я поспрошу других. Большое тебе спасибо. Правда. Вы можете на нас положиться, говорит Пайман. Ах, девушка, позволь мне сказать, что если ты умеешь входить и выходить из военных лагерей, ты могла бы просто спросить его товарищей. Кикамер, спасибо, смотрю ТТ, спасибо, Дамир, спасибо, спасибо. Вместе с ним в армию пошел еще один молодой парень. Ишикава, кажется, его звали. Он из семьи военных, очень надежный. Прости, что задержал тебя. И все же, если узнаешь что-нибудь новое, не забудь заглянуть в деревню Кондо и сообщить мне. Ладно,
Мне пора возвращаться в деревню. Береги себя, добрая девушка. Хорошо, дед, хорошо. Если что, я скажу. Мне не трудно. Я буду проходить мимо, и все будет хорошо. Наверное. Так, я вижу побочный квест. Мне кажется, что он будет маленьким. О, фоточка. Блин, тут столько всего. О, красиво. Красиво. Тут столько всего происходит. Блин, как мне не распылиться? Дамир, спасибо за подарочек. Малыш Куджирай. Привет! У меня для тебя есть хорошая новость. Вещь. Спасибо, но я пас. Как жаль. Это Пайман говорит. Как жаль, в таком юном возрасте, а уже вынужден заниматься темными делишками. Это не то, о чем вы подумали. Я собирался спросить, не хотите ли вы сыграть со мной в игру под названием Темари. Темари? Я просто... это просто. Я спрячу Темари где-нибудь рядом. Если путешественница сумеет найти его, пока звучит песня Темари, то победит. Это что, игра кальмара? Так это и есть игра в Темари. Что? Замечательная искательница приключений. Большая сестра меня научила. А еще она сказала... Кудзирай, запомни, ты должен говорить, если выиграете, получите хорошую вещь. Итак, если выиграете, получите хорошую вещь. Хорошую вещь. Тенра, Пайман думает, что нужно всегда играть с детьми, когда они просят об этом. Повелась на деньги. Спасибо за подарочки. Так, но я все еще думаю, что в Темаре играют не так. Хорошо. Эй, было бы здорово. Давай пропускать будешь. Давай не буду. Это же интересно. Что мне надо? Папа. Я нажимаю Вик. Где искать-то? Как? Все, я вижу. У меня сверху расстояние. Я не заметил. Куда? Ты чё, мелкий? Ты куда спрятал? Подожди, Уф, не считается. Он куда спрятал? Спасибо. Спасибо за подарочки. Здорово, как дела? Лайк поставил для тебя. Спасибо большое, все нормально. Как твои дела? Куда этот мелкий пес спрятал его? Оло. Собака. А для вас не слишком сложно. Это потому, что Пайман пока только разминается. Хотите попробовать еще раз? Конечно, Тенра. Надо показать малышу Кудзиро, как мы умеем играть. Еще разок. Ура! Цель игры состоит в том, чтобы за отведенное время найти Темари. Спасибо за подарочки. Куда бежим? Теперь я уже понимаю, что делать. Вот, все, просто прямо. Ну вот как могло измениться? Она передвигается? Я как будто по точкам бегаю. Подожди, вниз, значит. Ну? Этот мелкий издевается надо мной? Я не понимаю. Я хочу это пройти, но чё он меня булит, мелкий пес? У меня все замечательно. Dying Slave настоящими. Окей. Так, можно? Я вроде помню этот квест. Просто смотрите. Когда я бегу в одну сторону, уменьшается расстояние. И это правильно. Значит, если я продолжу, оно должно уменьшаться. Но оно не уменьшается. Как будто нужно бежать в разные места. 5, 6, 7. Это красивый шер Темари, который искал малыш. Так, если я не ошибаюсь, то он проходится только за определенное количество раз. Я прошел. Ты все острова открыл? Нет. Мы только в Инадзуму приехали. Спасибо за подарочек. Замечательно играете. Вы сразу его нашли? Нет. О, Тенра, опытная путешественница, повидавшая много стран.
Ух ты! Так вы и в Манштате бывали? Конечно. Здорово! От большой сестры я слышал, что в Манштате есть много красивых мест, таких как логово ужаса бурь и супер-пупер высокими башнями. Логово ужаса бурь. Да, интересно, что выше? Та башня или Тенсюкаку, всемогущего сёгуна? Малыш Кудзирай, почему ты гуляешь один в глуши? Потому что, когда сестра ловила рыбу, она думала, что я распугаю рыбу, так что отпустила меня поиграть. Как-то я встретил большую сестру, которая была искательницей приключений. Она увидела, что мне скучно, подарила мне много темари и сказала искать жадных путешественников, чтобы с ними играть. Жадных путешественников? Мы не жадные, мы обеспокоенные. Мы переживаем, что малыш Кудзирай скучает, играя сам с собой. Точно! Я думаю, что Тенра очень приветливая. Я так рад. Один в глуши. Ты ребенок и гуляешь один в глуши. Неужели ты не боишься попасть в переделку? И у тебя даже нет с собой хорошей вещи. Вы и вправду очень добры. Не беспокойтесь. Та искательница приключений, большая сестра, меня всему научила. Я с помощью маленького трюка я могу превратиться в Темари-бомбу. Превратить Темари в бомбу. Что? Ой, но это же не так опасно. Это же так опасно, говорит Паймя. Вовсе нет. Я взрывал уже много злодеев. Всяких там хиличурлов и слаймов. Ничего себе ты. А ты опасный персонаж. О да, если хотите поиграть в Темари с другими своими приятелями, я оставлю Темари здесь. Вот правило. Спасибо за подарочки. Когда прячете Темари, вы должны успеть сделать, пока звучит песенка Темари. Человек, который ищет мячик, тоже должен уложиться во время песни. Все справедливо. Хорошо. Страшно подумать, что на самом деле мы играем с бомбами. Не бойтесь, искательница приключений, большая сестра, научила меня. На бомбах подрываются только злодеи. Наверное. Наверное? Я пойду поиграю где-нибудь в другом месте. Пока. Ой, мелкий опасный тип. Взаимодействие с Темари рядом с малышом Кудзираем. Чтобы сыграть в уникальную игру на острове Темари... Спасибо за подарочки. Макс, перекрытие, отправлять сундуки. Игроки будут разделены на хранителей и воров. Хранитель, как ведущий игры, должен за ограниченное время найти безопасное место для размещения Темари. Путешественники, прибывшие из других миров, играют роль воров, которым необходимо найти способ обнаружить Темари за отведенное время. Это коопная фигня. Прикольно. 20 примагемов дали? Прикольно. Тендер, ты смотрел стрим разрабов? Нет, но промокоды я забрал. Так, можно я попью? Сабин, привет! Спасибо большое за подарочки. Можно перезапустить игру, либо через телепорт отправиться в регион и вернуться. Не понял, зачем. Спасибо, Кирару, Сабина. Кодзирай. Так это ты, большая сестра? Оло. Кудзирай Момиджи. Здравствуйте. Вы здесь, чтобы вступить в ассоциацию Кудзирай? Она просто рыболов. Пончик, спасибо, Намир, спасибо. Что за промокоды? Промокоды на эти примагемы, на 300 примагемов. Если у кого-то остались промокоды, отправьте их в чатик. Но по идее у них уже срок годности вышел. Спасибо за подарочки, перестаньте. Ого, с самого утра, привет. Привет, хорошего дня. Спасибо большое тебе, хорошего дня. Так, кто ты? Я думала, вы здесь, чтобы вступить в ассоциацию, значит, вы меня не знаете. Позвольте представиться, я наследница метода ловли Кудзирай и основатель ассоциации Кудзирай, Кудзирай Момиджи, дочь океана. Не смотри на меня так. Я родилась у океана, выросла у океана и когда-нибудь вернусь к нему. Так что не должно быть проблем с тем, что я называю себя дочерью океана, верно? Наверное, так. Что такое ассоциация Кудзирай? Это ассоциация детей океана.
Непонятно, да? Попробую еще раз. Ассоциация Куджирей была создана мной по моей инициативе. Это ассоциация рыбаков, в основном в основе которой лежит метод ловли Куджирей. Это не самая большая ассоциация в мире, но каждый из членов сертифицированный мастер рыболов. Я верю, что благодаря унаследованному искусству, методу рыбной ловли Куджирей, наша ассоциация распространится по всей земле. Как насчет этого? Если ты присоединишься сейчас, то станешь почетным членом ассоциации. Понимаешь? Скажи честно, я буду второй, кто будет в этой ассоциации. Ладно, давай вступим. Я не могу? Конечно, нам нужны отличные инструменты, чтобы делать свою работу. Ты действительно обладаешь качествами Дитя океана. Хорошо, тогда выбирай. Я не могу вступить? Что это такое? Обмен? Я могу взять одно? Но промокоды истекли. К сожалению, промокоды истекли. Сколько ты стримов в день проводишь? По выходным это может быть 2-3 стрима. В будние дни это 1 стрим. Ну ладно, не. Ну, бывает не. Если вы сможете оставаться в зоне идеального натяжения во время рыбалки, то удилище сократит время борьбы с рыбой. Это серьезно, насадки на удочку. На стабильную величину и увеличит ваши шансы на успех. Этот эффект действует только в Инадзуме. Песня матроса повышает урон вызова стихии на 16, его шанс крит попадать. Что? Материал пробуждения улова. Любимая мера вина Ако Домеки. Когда-то правившего на острове Сейрай. Спасибо большое за подарочек, Дамир. Море принесла на ее рыболовный крючок. Давайте я потом возьму что-то полезное, когда с этим разберусь. Не будем сейчас тратить время, пойдем дальше. Бери улов. Подождите, там обмен, да? Получается. Улов. Нафига он мне нужен? Необходимо для обмена. То есть я могу все это... Азиза, спасибо большое за подарочек. Я могу все это получить. Но мне нужно... Я могу вот это получить, наверное, да? Аризия. Понял. Сонька есть? Есть. Санька? Сонька или Санька? Ты о чем? Так, ладно, идем дальше. Блин, со всеми охота поговорить, но охота и сюжет подвигать. Давайте так, чтобы было все хорошо, я сейчас чуть-чуть сюжет продвину, а потом я вернусь и поговорю со всеми этими NPC. Потому что интересно, что у них тут да как. Вот. Что такое? Что происходит? Добудьте 10 минералов, окей. Сянька. На Сянлин подойдет. Ты про Сянлин. Ура, сундучки. Так, Макс там шалит, мы его забаним, и все. Имеет в виду повар, да, она у меня есть. Она разве не дается на халяву? Или я выбил ее? Я не помню, но она у меня есть 100%. Блин, тут так красиво. Все, мы идем выполнять квест. Кстати, а куда мы идем? Письмо. Отслеживать. Спасибо, Дамир. Тут столько всего интересного, он так красиво. Окей, тут тоже есть NPC, с которыми нельзя поговорить. Это канава? Я снова в канаве. Из этого уже нарезку можно делать. Пончик, спасибо большое. Гджидор, спасибо. Кто бы ты ни был. Спасибо за подарочек. Просто кайф для глаз. Ну? Что это за статуя Анемы Архонта Оло? Ой-ой-ой, напугался, блин.
Вот так вот смотришь вверх, а потом бах, и в люк падаешь. Классно. Можно пощупать? У него рука двинулась. Мне показалось? А, это из-за тени. Это была тень. Как будто она руку подняла, я чуть не обосрался. Какой анема? Санда. Ой, как же болит голова. Привет, чем я могу помочь? О, Камаджи. Ты говоришь о господине Камаджи? Зачем он тебе? Осматривает письмо Тисата. Ты утверждаешь, что это письмо госпожи Хайраги Тисата? Это? Если это письмо действительно от Хайраги Тисата, я думаю, тебе следует поговорить напрямую с господином Кайраджи. В последнее время он часто гуляет возле моста. Окей. Это шиза Тенра. Алло. Так, надо чайку бахнуть. Может, с чаем что-то не так? Вроде не зеленый, а с малинкой. Не знаю, я не виноват. Оба-ба. Здрасте. Так вот. Гуляет у моста. Где? Где Кудзё? О, это ты? Да, это ты. Здрасте. Ты... ты путешественник, ты та путешественница из-за границы. Чем я могу быть полезен? О письме Хайраги Тисата. Это письмо. Госпожа Хайраги действительно поручила тебе доставить мне это письмо? Этот почерк, это действительно она. Как чудесно. Спасибо, что проделала этот путь, путешественница. Что касается дорожной грамоты, поскольку это личная просьба госпожи Хайраги, я, конечно же, позабочусь об этом. Однако мне понадобится время на подготовку. Давай сделаем так. Ты сможешь подождать меня возле ресторана Киминами? А зачем мне туда идти? Ну, я хотел попросить тебя о небольшой услуге. Спасибо за подарочек. Я тоже как раз собирался кое-что отправить госпоже Хайраги. Я написал письмо и попросил госпожу Киминами приготовить для меня угощение. Я планировал отправить их вместе с письмом госпожи Хайраги в качестве подарка. Но если отец узнает о моих планах, он может быть недоволен. Когда ты пришла, я как раз размышлял, что делать. Твой отец очень строгий? Отец, конечно, он должен быть строгим. Я понимаю, почему он не хочет, чтобы я общался с госпожой Хайраги. В конце концов, я член клана Кудзё, и один из исполнительной комиссии Тенрё. О, ты из моей комиссии, из комиссии Тенры. Оло. Госпожа Хайраги – молодая наследница клана Хайраги, комиссии Канзю. Если мы слишком сблизимся, то кто-то неизбежно воспользуется этим в своих целях. Спасибо, Милда Плейс. Спасибо за подарочек. Милдон, прости. И хотя это всего лишь подарок, но в глазах некоторых людей это нечто намного большее. Хе-хе, давай больше не будем обсуждать эти пустяки. Путешественница, подожди меня, пожалуйста, у ресторана Киминами. Я согласую дорожную грамоту и принесу ее тебе. Окей. Он из клана... он из клана Куджусары. Он из клана Тенры. Алло. Так, куда мы идем? Мы идем туда. Ну ладно, пойдемте, доставим. Мы, правда, опять мальчик на побегушках получается. Что такое? Объявление по вопросам общественной безопасности. В Инадзуме появились какие-то агрессивные люди. Призываем всех граждан сохранять бдительность. Если вы заметите каких-то подозрительных чужаков, входящих в город, пожалуйста, сразу сообщите о них страже. Ой, это про меня говорят. Я не виноват. Коштан, спасибо за подарочек. Намир, спасибо. Куда идем? Так далеко? Куда мы идем? Уже близко, окей. Подождите, а почему этот квест выглядит как побочный, когда он, по сути, двигает основной сюжет? Нам делают дорожную грамоту, без которой нас никуда не пустят. Это законно?
Это правильно? Бум! Ты кто? Твой ресторан? Отправляйтесь в ресторан и заберите закуски. У тебя? Дамир, спасибо. Азиза, спасибо. Добро пожаловать в ресторан Киминами. Об угощениях Камаджи. О, я уже приготовила угощения, которые заказал молодой господин Камаджи. Я вам сейчас их принесу. Но мне любопытно, кому молодой господин Камаджи хочет подарить эти угощения. Это не что иное, как представительский жест, госпожа Каминами. Некоторое время назад господин Хайраги Сенсуке подарил моему отцу упаковку прекрасного чая. Мой отец знает, что Тисата, любимая дочь господина Хайраги, питает слабость к угощениям, поэтому он поручил мне отправить их в качестве подарка. Я волновался, что доставка может занять слишком много времени, что в дороге их могут помять. Поэтому я специально пригласил эту путешественницу доставить их. Госпожа Киминами, могу я взять угощение, пожалуйста? Могу я взглянуть на угощение, пожалуйста? Я хочу убедиться, что мы ничего не забыли. Конечно, вот они, пожалуйста, проверяйте. Все на месте, спасибо, госпожа Киминами. Давайте отойдем, путешественница. Не стоит стоять у входа, я хочу тебе кое-что сказать. Пойдем. Яндекс.Доставка, да. Подрабатываю. Вот дорожная грамота. Возьми, пожалуйста. С этой подорожной грамотой ты можешь лечить свои болячки. Ты сможешь беспрепятственно посещать остров Рита. Спасибо. Не за что. Эта грамота обеспечит тебе доставку. Облегчит. Кроме того, вот письмо. Ты сам написал это письмо? Да, я постарался написать это письмо в тактичной форме. Надеюсь, оно не обделит госпожу Хайраги. Не обидит. Ну что такое? Пожалуйста, передай это письмо и угощение госпоже Хайраги. Снова нужно возвращаться. Но на этот раз у тебя есть подорожная грамота. Пересекать границы будет намного проще, чем до этого. На этом моменте нужно тебя оставить, путешественница. Мне нужно оставить тебя, путешественница. Мне тоже пора возвращаться к общественным делам. Когда я уже смогу отправиться туда сам? Я не знаю. Почек, спасибо за подарочек. Дамир, все, давай, всем пока не. Пока не. Я так понимаю, да, окей. Так, я пока попью. Ну что, так, вкусняхи. Из-за леса, из-за гор показался Тенро. А можно цветы? Нельзя. Хараити Сато. Путешественница, ты вернулась. Полагаю, ты доставила мое письмо Камаджи. Тебе удалось также получить подорожную грамоту. Азиза, спасибо за подарочек. Тебе не нужно меня благодарить. Лучше поблагодари Камаджи. Как? Что это? Угощение и письмо, написанное рукой Камаджи? Это по его просьбе? Неужели трехцветная данга? Он приготовил их для меня? Спасибо, путешественница. Я непременно попробую эти угощения. И письмо. Письмо не пробуй. Я внимательно его прочту. Спасибо за твои труды. Пожалуйста, прими эти предметы в качестве оплаты. Возможно, мне снова понадобится твоя помощь в будущем. Окей. Задание Инадзума завершил уже ты. Окей. Ну вот у меня теперь есть основной квест. Я так понимаю, да? Какой у тебя уровень в Геншине? Если ты говоришь про ранг приключений, то он 42-й. Что это такое? Что происходит? Поручение. Это то, что я делики выполнил. Окей. Азиза, спасибо за подарочек. Спасибо. Так вот. Куда мы идем? Мы идем вон туда. Что такое? Доска объявлений.
Я собираюсь оставить родителей и сестру. Хоть я и родился в семье военных, от мысли о службе в армии меня воротит. Неужели война так нужна? Неужели ее превосходительство Огосё в самом деле возьмет на себя ответственность за войну и за каждого из нас? Самураю, пожалуй, не время сейчас сомневаться. Самурай не должен трусить перед битвой и сомневаться в решениях сёгуна. Призываю вас прийти с повинной на публичное повешение недопустимых сообщений. Что? Приговор кажется мягким, но вы будете задержаны для проведения разъяснительной работы. Удалять или портить это сообщение запрещается. Чувак не хочет в армию, можно понять. Давайте воровать. Я не виноват, игра сама так делает. У меня тоже 42 ранг приключения. Ого, уже 42 ранг. Ну, играем потихоньку. Что ты рассказываешь? Ладно, я не буду. Мы потом со всеми поговорим, обещаю. Себе. Реклама. Рекламный щит чайного дома Коморы. Солнечный свет пробивается через древесину. Весь двор в пятнах. Это реклама, да? Понял. Судя по письму, должно быть здесь. Извините, мы не принимаем обычных гостей. Пожалуйста, уходите. Подождите, мы не обычные гости. А вы особенные гости, которые тайно проникнули в страну. Я сразу поняла, как только увидела вашу одежду. Неужели наша одежда так... Пайман имеет в виду... Вот приглашение. Печать комиссии Ящеро. Должно быть от господина Томы. Похоже, что вы не так просты, как кажетесь. Тогда добро пожаловать в чайный дом Коморы. Небольшое убежище комиссии Ящеро. Так-то лучше. Не воруем мои следы. Ну да. Спасибо, войдите в чайный домик, окей. Вошел. Вот мы и пришли. А где Тома? Что-то Пайман его не видит. Неужели он забыл свое обещание? Кто забыл обещание? Это я уже думал, что вы забыли про меня. Что? С нами пес говорит. Он пес, я же говорил, он пес. Не надо так удивляться. Вы меня, я так понимаю, первый раз в этой форме увидели. Ты собака, ты пес? Ты пес? Вы с такими раньше в Лиюэ не встречались? Там одни собаки, если честно. В Лиюэ одни псы, собаки, сутулые и наркоманы. Ах, вот оно что. Ну, теперь Пайман все поняла. Что-то тут не так. Это же просто собака. Что-то тут не так. Ладно. Больше так шутить не буду. Эй, сейчас напросишься на обидное прозвище. Пес называй его. И Нарита, и в чайном доме. У меня было свободное время, ведь я вас так долго ждал. Вот и придумал для вас такой особый прием. Но все же я должен попросить прощения за разные испытания, которым я вас подверг. Это было необходимо. Мне нужно было определить, проводить ли вас к комиссата или хватит ли у вас смелости вместе с нами предстать перед молнией. Не думай, что стал вдруг серьезным, и Пайман тебя сразу простит. Я перестарался, да? Прошу прощения. Так как насчет наших испытаний? Предстать перед молнией? Ты с самого начала считаешь себя выше некоторых правил, так ведь? Спасибо большое за подарочек. Спасибо. Потому что твоя воля непоколебима и непреклонна. У нас был такой друг давно, но после удара молнии... Ты про друга Казухи? Который погиб в дворцовой дуэли? Да, вы тоже слышали о нем. Похоже, его сияние все не угасает. То есть мы сможем встретиться с Сайраги Химегими.
Да, конечно, я отведу вас в резиденцию комиссата, где находится комиссия ящеров. Но сначала мне хотелось бы, чтобы вы со мной кое-куда сходили. Спасибо за подарочек. А? Куда? Я хочу, чтобы вы сходили со мной к статуе всевидящего божества. Она еще строится, а я был у нее, но ее уже видно с любой точки острова на руками. Я видел ее. Я видел. Если это она, конечно. Пес! Хозяин чайного дома. Спасибо за подарочек, Макс. Так, ни одна табличка, ни один диалог не будет пропущен Тенрой. Ну, потом мы со всеми поговорим обязательно. Так, квест Натлана завершил. Ты уже... называется... Что? Радуга обречена сгореть. Я в Натлане не был еще. Я же в Инадзуме. Азиза, спасибо за подарочек. А до Натлана он еще не дошел, он только на Инадзуму попал и исследует строго по сюжету и соответствующему региону. Вот это да, это я. Сам ты пес, Тома классный. Нет, Тома пес. Куда мы идем? Вот сюда. Ну да, это же та тетка, которую мы пощупали. Да? Да. Тома, выходи из дома. Там есть сундук с морой, а я потом все соберу. Здесь довольно мрачно. Сюда, наверное, мало кто ходит. Ой, Паймон, кажется, или эти штуки в статуе, это все глаза Бога. Глаза Бога? То есть все отобранные... реально. Все отобранные во время охоты глаза Бога вставляют в эту статую? То есть вы уже слышали об охоте на глаза Бога? Почему Сёгун объявила охоту на глаза? Разве он сам нам не говорил про это? Я расскажу, но сначала хочу напомнить, что Манштадт – город свободы, Лиуэ – город контрактов, а Инадзума – страна вечности. Сёгун Райден не только высший правитель Инадзумы, но и ее божество. Это вечность, ее неизменная и непоколебимая воля править Инадзумой. Поэтому она опирается на Трикомиссию, чтобы управлять страной, и указ Сококу, чтобы ограничить передвижение людей. Сёгун хочет, чтобы Инадзума оставалась в покое, чтобы поток времени свободно обтекал ее, не задевая, и так вечно. Похоже, что у каждого бога свои взгляды. Конечно, это всего лишь мое мнение. А что касается причин недавнего указа об охоте на глаз Бога, возможно, Сёгун считает, что глаза Бога могут дать народу силу к переменам, а в ее вечности нет места подобным неровностям. Каким бы ни были причины, Сёгун Райден поручила комиссии Тенрё конфисковать все глаза Бога в стране и вставить их в статую. Тенрё злые. А теперь статую всевидящего божества можно считать символом вечности Инадзумы. Но тогда получается, что Сёгун Райден довольно эгоистичная. Никто, кроме вас, чужеземцев, не осмелился бы так прямо критиковать Сёгуна Райден. Но я соглашусь, охота на глаза Бога может... глаза Бога быть не должно, и госпожа Комиссата и с самого начала решительно борется с ней. Флэшбэки? Что? Ты, Энра, что с тобой? Такое выражение лица. Что это был за звук? Какой звук? Я ничего не слышал. Что-то случилось? Да, ты коснулась статуи, а потом... Я как будто услышала желание людей. Желание? Это подтверждает одну из версий. Вы слышали, когда желание человека достигает определенной силы, оно может получить благословение архонтов. Так и появляются глаза Бога. Можно сказать, что они символ желания человека. И если то, что ты сказала, правда, то желание этих людей даже сильнее, чем я думал. То есть глаз Бога означает не силу, а желание. Ладно, дорогие гости, нас ждет следующая остановка в нашем туре по острову Наруками. Резиденция Комиссата. Наконец-то! Окей.
Понял, принял, обработал. Не понял, не принял, не обработал. Макс, спасибо за подарочек. Доставка еды. О, задание от Яндекса. Не хочу. Так, Манштадт. Апапа. И Надзума. Вот, охотники за грозами Сайрая. Окей, полетели. Скрыться от меня хотела. Я так и не понял, что это за монетки. Напомните, зачем они нужны? Потому что я их собирал в Манштате кучу. В Лиеве парочку. Я так и не понял, зачем они нужны. Давайте почитаем. Они же были их. А, вот. Дивная мелодия этого кристалла словно соткана из нежнейшего шелка. Спасибо большое за подарочек. Эти предметы можно найти по всему материку или у торговцев диковинками. Заключенную в кристалле мелодию можно высвободить в чайнике безмятежности при помощи музыки природы. Мелодия на ветру или музыки природы, переплетение мелодий. Мелодия этого лучистого кристалла. Это музыка. Я думал, это какие-то монетки, а это дискетки. Это мелодия для чайника, да, я понял. Вот теперь ты понимаешь, это просто пластины для воспроизведения музыки в чайнике. Катерина, мать. Здравствуй, искательница приключений. Как идут твои дела? Все в порядке. Можно ли ждать от тебя другого ответа? Не меняй своего отношения и стань великим искателем приключений. Кстати, о приключениях. Гильдия как раз ищет смельчаков, готовых заняться исследованием острова Сейрай. Тебя это интересует? Сейрай? Да, это остров к югу от Наруками. Там есть несколько областей, где не стихшая бушует гроза. Где не стихая бушует гроза, простите. Из-за этого гильдия не может провести исследовательские работы. Гильдия отправила туда 2 искателей приключений, Эйка и Тайсука, в надежде, что им удастся отыскать способ, как усмирить грозу. Но, кажется, они не нашли никаких зацепок. Если тебя это заинтересовало, отправляйся на Сейрай и посмотри сама. Говорят, остров битком набит сокровищами. Только не забывай об осторожности и во время исследований. Все же гильдии до сих пор не удавалось выяснить причину возникновения грозовой бури. Понял. Ви. Типа я могу сесть вот здесь на корабль и доплыть сам туда? Не туда. Ты что, гонишь, мать? Мне рано туда. Так, давайте перейдем к основному сюжету. О, это другой остров. Так. Я уже играю, не понимаю, так это было. Ты знаешь теорию о Катерине? Что она робот? Да. Мы не заспойлерили. Но, кстати, на самом деле, я один раз стоял вот так в АФК и увидел, как она такая, как робот. Ошибка! Вот так вот у нее над головой появилась. ТП есть там, наверное? Да нет, вроде. Нет. Туда как-то надо добраться. Давайте в любом случае, я не хочу покидать этот остров, потому что, во-первых, у нас есть еще сюжетный квест про майонез, 3 желания. Вот. Вы впервые вступаете на землю Наруками, главного острова Инадзумы. Вы собираетесь отнести пригласительное письмо в чайный дом Каморы. И даже не представляете, что произойдет дальше. Вот это мы и сделаем. Пойдем. Доброе утро, чата. Доброе утро. То, что Катька робот, в сюжете не описывается. Я знаю, что не описывается, но мне, во-первых, это заспойлерили, а во-вторых, я один раз видел эту штуку с ошибкой. А где здесь электрокул? Баба. Так. Кухару. Где мой электрокул?
Я его... О, что я вижу? Я его не вижу или я его не вижу, я не понимаю. Есть чувство, что я его не вижу. Бу-бу-бу. Так где он? Не надо так делать. Может быть, он вон там, где водопад? Ну вот, я почти прямо перед ним. Его здесь нету. Он, скорее всего, внизу под водопадом. Я думаю, что так. Ну и ладно. Так, что происходит? Он внизу. Так, что происходит? Ух, что этот майонезик, везде свой майонез пихает. Ну, 3 желания же, оло. Он внизу вроде спасибо, внизу, как помню, спасибо. Па-па-па. Так, всем приветик, здравствуйте. Комиссия ящера. Так вот как живут богачи и Надзумы. Пайман ожидала что-то более роскошное. Сложно переплюнуть нефритовый дворец. Добро пожаловать в резиденцию Камисата. Госпожа вас уже давно ожидает. Это та Сайраги Химигими, о которой ты постоянно говоришь. Где же она? За ширмой. Как старшая дочь комиссии ящера, госпожа Камисата обычно принимает гостей именно так. Можно сказать, это древняя традиция комиссии ящеру. Надеюсь на ваше понимание. Можно понять. Логично, все-таки она такая важная. Прошу прощения, я после... Спасибо большое, подарочек. Что после долгого и утомительного путешествия вам приходится терпеть такой неподобающий прием. С величайшим нетерпением ждала я вашего прибытия, и рассказы Томы дают мне уверенность, что у вас есть сила переменить ситуацию. Ныне в Инадзуме именем охоты на глаза Бога бесцеремонно попирают желания народа. Хотя служит комиссия ящера Сёгуну, по долгу службы мы ближе всего к народу. Источник власти комиссии... Спасибо за подарочки. Власти комиссии доверие народа. Закрыть глаза на эту ситуацию значит быть безучастным к собственной судьбе. Путешественница, одолжи нам свою силу, и мы сможем... Я просто хочу встретиться с Сёгуном. Я не собираюсь участвовать в восстании. Спасибо за подарочки. Госпожа, я говорил, так не получится. Мне пора. Нет, пожалуйста, подожди. Пожалуйста, не уходи. Что такое? Я представлю тебя, Сёгун Райден, но при одном условии. Выполни 3 моих небольших желания. Что за желания? Они касаются 3 людей, которые лишились своих глаз Бога. Возможно, встретившись с ними, ты поймешь. Путешественник слушает историю Камисата о 3 людях. Воин, защищающий деревню, бывший самурай, который участвовал в охоте на глаз Бога, и мечник, некоторые мечтатели, некогда мечтавшие стать лучшим в мире. Верно. Пожалуйста, постарайтесь помочь им. Я буду ждать вас здесь. Я согласна. Спасибо тебе. Удачи, подруга. Окей. Какой стан, да. Спасибо. Маюша отказывается воспринимать комиссию ящеро... Комиссия ящеров. Вот что я слышу. Ты чё? Ты чё, мать? Что такое? Я думал... Я думал, это какой-то предмет, какая-то палка в земле торчит, непонятно. Вот так встал. Как будто, знаете, какой-то декор. А это какая-то мать. Столько дел, да. Прости, декор. Ну ладно, раз мы тебя обидели, давай поговорим. Хирацука,
Здравствуйте. Вы, похоже, приехали на работу сюда, в комиссию ящеров. Вы? Я сотрудник издательского дома Яе. Я здесь, чтобы предоставить отчет по бюджету. Не знаю, связано ли это с спадом в других отраслях или чем-то еще, но все больше новых авторов присылают свои работы в издательский дом Яе. Конечно, хорошо, что издательская индустрия процветает, но моя работа становится все более и более напряженной. Если так пойдет и дальше, у меня даже не будет времени посетить клан Камисата, чтобы поболтать с людьми. Спасибо, Азиза, спасибо. Блин, я не могу прочитать твой ник, пожалуйста. Прости, пожалуйста. Прости. Поболтать? Ну, когда я прихожу в клан Камисата, чтобы встретиться с кем-то или поработать, я стараюсь найти время, чтобы просто пообщаться с людьми. В конце концов, это хорошая идея — наладить контакты. Так я иногда узнаю об интересных историях клана Камисата. Я слышала, что Тома нервничает всякий раз, когда видит комиссара. И это потому, что комиссар часто склоняет его к поеданию странных вещей. Я действительно не ожидала, что у действенного и решительного комиссара есть такая сторона. Понял. О да, лучшая Яночка. Яночка? Нет. Так. Так и запишем. Ну я не виноват. Ну чат. Ой, как далеко. Привет, привет. Ну что? Ой-ой. Давай посмотрим, где же этот человек, о котором говорила Аяка. Зачем вам это? Столько лет и вдруг уходите. Верно. Мы совсем не были к этому готовы. И вдруг это новость. Дети так мечтают, чтобы вы еще с ними поиграете. Прошу вас, подумайте об этом еще. Это, наверное, о нем говорила Аяка. Пойдем посмотрим. Интересно, какие вещи заставляют есть Тому, да. Махиру. Ты же пришла уговорить Тедзиму остаться. Что случилось? Теджима защищал эту деревню с тех пор, как пришел сюда 30 лет назад. Прогонял похитителей сокровищ, отпугивал монстров, разрешал споры в деревне. Он так много сделал для деревни, и мы все очень уважаем его. Но теперь он вдруг решил уйти. Неужели мы чем-то его обидели? Тогда мы, конечно, извинимся перед ним. Мы просто хотим, чтобы он остался. Понял. Кенджиро. Азиза, спасибо за подарочек. Что случилось? Я думаю, что это как-то связано с охотой на глаза бога. Понятно, что Теджима ничего плохого не делал, но все равно отобрали его глаз бога. После этого он стал совсем другим человеком. Не мне судить. Он такое ощущение... простите. Но такое ощущение, что он потерял что-то очень важное. Для него важное. Бродил он вокруг деревни и вдруг заявил, что уходит и будет странствовать. Мы и сами-то не знаем, стоит ли его уговаривать, но все равно нельзя же, чтобы он в таком состоянии, в таком смятении уходил. Похоже, что его здесь все очень уважают. Блин, я не знаю, у меня весь текст плывет опять. Теджима. Ты должно быть Теджима. Почему ты вдруг решил уйти отсюда? Я? Вопрос не в том, почему я хочу уйти, а в том, зачем мне здесь оставаться. Ты здесь долго жил, на тебя все полагаются. Да. Но здесь я не поэтому. Почему я пришел сюда 30 лет назад? И почему я отсюда раньше не ушел? Я не знаю. Потому что я не помню. Когда у меня забрали глаз Бога, я как будто много чего забыл.
Раньше я был уверен, что хочу здесь остаться, но теперь моя уверенность пропала. Я подумал, а почему бы мне не отправиться в путь? Пустота в сердце все равно остается. Ну тогда, если мы поможем узнать тебе причину, по которой ты здесь остался, то тебе уже не нужно будет уходить, да? Но если ты ничего не помнишь, то будет сложно. Спасибо большое за подарочек. Может еще напрягешь память? Вдруг что-нибудь всплывет? Кстати, когда я приносила в прошлый раз Тедзиме фрукты, он, кажется, писал что-то в дневнике. Я вел дневник? Может быть. Я уже не помню. Вел. Ты еще, помню, говорил, что записываешь всякие интересные случаи, и потом тебе это может пригодиться. Прекрасно! Тогда надо просто найти дневник, и Теджима не уйдет. Он должно быть где-то здесь. Пойдем поищем. Найдите его, пожалуйста. Нам надо вернуться в деревню и рассказать всем, что случилось с Теджимой. Спасибо за подарочек. Так. Окей. Так, дневник. Кажется, это дневник Теджимы. Давай посмотрим. Сегодня мы с деревенскими пошли жарить вяленую рыбу. Но я не уследил, и все подгорело. Пришлось сказать, что это просто сорт рыбы такой. Сегодня я спас ребенка, который упал в воду. Он сказал, что его друг Хофу все еще в воде. Я полдня искал, а потом оказалось, что так звали его домашнего краба. Бедолаг. Я понимаю, почему он хочет уйти. Сегодня я запускал воздушного змея, но нитка оборвалась, и я долго за ним гонялся. Я понял, что мне его не поймать. Нашел, где присесть, и просто смотрел, как он улетает все дальше и дальше. Это просто история об обычной деревенской жизни. Спасибо, Мика. Подожди, вот это. Сегодня я снова пошел молиться во святилище и долго там пробыл. У Мамори, что ты мне подарила, уже немного выцвел, но это все равно самое ценное, что у меня есть. Эта информация нам может пригодиться. Пойдем сходим в святилище. Пойдем. Изучить улитки. Это же Амамори, о котором писал Теджима. Интересно, судя по цвету и рисунку, Пайман бы решила, что он принадлежал девушке. Если Теджима всегда носил его с собой, то на амулете мог остаться его элементальный след. Может быть, это нам пригодится? Давай. Так. Алена, привет. Нашли, похоже, это Теджима, что Теджима часто сюда ходил. Земля здесь как будто рыхлая. Может быть, Теджима закопал здесь что-то ценное? Что-то, что удерживало его в деревне все эти годы? Пайман, мне кажется, это могила, алло. Если Теджима охранял здесь что-то 30 лет, то это что-то должно быть очень необычное. Давай скорее раскопаем. Пайман расхитительница могил. Серьезно, это не могила? Это письмо. Бумага совсем пожелтела. Оно, наверное, очень старое. Если мы расстанемся в этой войне... подожди меня в деревне Кондо. Там будет для нас безопасный дом. Это здесь. То есть Теджима здесь кого-то ждал. Но уже прошло 30 лет. Похоже, не дождался. Ладно, давай сначала отдадим все это Теджиме. Пайман Крофт. Какая могила? Оло, это тайник Ня. Так я думал, что это могила Ня Оло. Ой.
Неплохо. Почерк в дневнике точно мой. Похоже, что Амамори и письмо тоже мои. Но из того, что тут написано, я ничего не помню. Но без сомнений, я кого-то здесь ждал. И ждал я 30 лет. 30 лет я записывал все интересное, что происходило, чтобы потом, когда мы встретимся, поделиться с ней. Сколько всего произошло за эти годы. Время так быстро летит. 30 лет прошли словно в мгновение. Почему я забыл такие вещи? Если подумать, то когда у меня отняли глаз Бога, я почувствовал себя каким-то опустошенным. Любовь, сожаление. Все эти чувства к ней, все пропало. А тебе, наверное, тяжело. Не то чтобы тяжело. Я ведь забыл, кто она, ее лицо, ее голос, время, что мы провели вместе. Я ничего этого не помню. Как будто ее никогда со мной не было. Как будто все эти годы просто смутный сон. Ты все еще хочешь уйти? Думаю, нет. Я уже прождал большую часть жизни. Пожалуй, я продолжу ждать. А если я все-таки дождусь, но даже имени не смогу, не расстроится ли она? Думать об этом мне действительно становится тяжело на сердце. Странно. Я ведь совсем не помню, ее не помню. Почему же меня это так беспокоит? Такое ощущение пустоты, как будто чего-то не хватает. Спасибо, что помогли мне снова найти причину остаться здесь. Я останусь и буду ждать ее. Хотя Теджима говорит, что ему не очень тяжело, но Паймон что-то стало очень тяжело. И мне. Похоже, все так, как говорила Тома и Аяка. Если потеряешь глаз Бога, то вместе с ним пропадут твои мечты и надежды. Это и объясняет состояние, в котором был Теджима. Но хотя бы мы ему помогли. Помогли ведь? Эх, Пойман искать следующего человека. Пойдем искать следующего человека. Линка, привет! По словам госпожи Камисаты, второй потерявший глаз Бога — это самурай из комиссии Тенрё. Так, комиссия Тенры, пойдемте. Как дела? Да, потихоньку. Как твои дела? Вот и Надзуму проходим, щупаем ее. Да, папа? Так. Где кто? Говорит, комиссия Тенрё предпочитает подчиняется напрямую Сёгуну. Они отвечают за поддержание закона и порядка в Надзуме. Именно они занимаются охотой на глаза Бога. Но почему они принялись за своего же? Паймон не понимает. Так прикольно. Кажется, там какая-то стычка. Пойдем посмотрим. Я спрашиваю еще раз. Так и не выдашь рацион на этот месяц? Ведь наш клан рассчитывает на эту еду. Мы требуем объяснений. Сколько раз вам говорить? Я не знаю. Не знаю я ничего ни про какие рационы. А ты все врешь. До Натлана недалеко. Да, нет, я ж только и Надзума начал. От этого продовольствия наша жизнь зависит, понимаешь? Но для тебя... Оно для тебя... Оно не для того, чтобы вы, самураи, карманы себе набивали. Раз вы самураи, то что... то вам все... Я не могу, у меня весь текст плывет. Чат, давайте мы сейчас закончим. Я сейчас дочитаю это, и мы закончим с квестами, потому что я не могу. То вам все можно, что ли? Я все расскажу комиссии Тенрё. Расскажи мне. Я здесь. Что за рацион? Это как консерва? А ты кто? Вместе с Куросавой, наверное? Что?
Мы просто мимо проходили, услышали вашу ссору и подошли посмотреть. Вот оно что. Может быть, вы как раз и поможете нам разрешить эту ситуацию. Это Куросава. Он самурай, член армии Сёгуна. Они распределяют рационы зерна в этой местности, а он за это отвечает. Раньше мы просто к нему обращались, и нам все выдавали, а теперь он отказывается давать. Да он их себе оставляет, точно говорю. А мы с голоду помрем. Никому нет до нас дела. Раньше мы думали, что Куросава добрый человек, а теперь увидели его истинное лицо. Он такой же, как и остальные самураи. Неудивительно, что у него даже глаз бога отобрали. Сёгун Райден не хочет, чтобы такие люди, как он, помогали ей управлять страной. Так это ему Аякос попросила помочь. Но зачем ей помогать такому человеку? Давай все-таки спросим Куросаву и посмотрим, что он скажет. Куросава, ты чё? Ты чё отвернулся, обиделся? Не слышал я ни о каких рационах. Не знаю, слухи это какие-то или кто-то пытается меня шантажировать, но это смехотворно. Если я присвоил рационы, то почему я такой бедный? У меня у самого дома шаром покати. Иди, если тебе больше ничего не надо. У меня еще дела. Говорят, ты лишился глаза бога. А вот это уже правда. Военные сёгуната сказали, что я против охоты на глаза бога и специально плохо работаю. Сказали, что я подвел Сёгуна Райден, поэтому они отобрали мой глаз бога. Странно, ты же сам участник охоты. С чего бы тебе быть против? На самом деле, я не помню. Я только помню, что каждый месяц я что-то делал, но теперь я уже не помню что. И не только это, у меня такое неприятное ощущение, как будто кто-то мне что-то должен. Это как-то связано с пропавшими рационами? Да не брал я их, я же говорю. Если бы я их присвоил, разве я был бы сейчас таким бедным? А еще мой дом только что обокрали похитители сокровищ. Поэтому я сюда пришел. Я за ними гнался, но меня эти двое задержали. Если вы мне не верите, идите сами, похититель сокровищ, и найдите. Если у меня были рационы, они у них. Не похоже, что он врет. Но лучше нам убедиться, что... пойдем поймаем этих похитителей сокровищ и расспросим их. Мы без труда сможем выследить их. Вряд ли они ушли очень далеко. Ты всегда озвучишь сюжетку или сейчас решил пару фраз прочитать? Я озвучиваю не только сюжетку, я озвучиваю все диалоги со всеми персонажами, даже которые не сюжетные. Вот, допустим, Андо. Мы подходим и говорим: «Андо, брат, стоять! Пожалуйста, сотрудничайте при перевозке, при проверке безопасности. Я не желаю вам ничего плохого. Я не имел в виду, что вы плохой человек. Это просто формальность. Пожалуйста, проявите содействие и предъявите удостоверение личности. Я могу оставить Пайман вам в качестве залога». Что? Что это? Это ваш спутник? Тогда Пайман... этому существу тоже нужно удостоверение личности. Голос красивый, спасибо. Сколько лет? 31. Все, чатик, у меня плывет текст, поэтому на сегодня мы читать ничего не будем. Мы сейчас, наверное, выполним какие-нибудь активности. Вот. У меня есть смола. Поэтому мы пойдем сейчас... Пойдемте. Манштадт. Я пройду один сюжетный дейлик. Доставка еды. Это не сюжетный. Маленький шаг. Не то. Доставка еды? Серьезно? Одолейте глаз бури. Нет, получается доставка еды, да? Вот. Я стримлю практически каждый день по выходным. Может быть, 2-3 стрима. В будни 1 стрим после работы. Ты новичок или нет? Я новичок. У меня 42 ранг, до этого не играл. Так, сюжетный дейлик. Я так понимаю, он опять повторится, но сказали, надо выполнить 5 раз, тогда будет все хорошо.
А где текст плывет? У меня в глазах. У меня немножко дислексия, поэтому... Да. Добро пожаловать в ресторан «Хороший охотник». Чем могу быть полезно? Заказ. О, путешественница, ты говоришь, что пришла поесть? Я понимаю твое желание, но дай я приготовлю тебе самое вкусное блюдо на свете, а ты поможешь мне кое-что сделать. Эрнест, винокурний рассвет, часто заказывает у нас еду, которая должна хорошо сочетаться с вином. Его запросы часто бывают очень специфичны. На этот раз он заказал жареные редисовые шарики, но непременно с добавлением яиц. А у меня как раз закончились свежие яйца. Буду бесконечно благодарна, если ты принесешь мне парочку яиц. У меня парочку есть. Хорошо, но их несложно будет найти в районе Долины Ветров. Спасибо тебе. Да у меня есть, я дам. Так, вот яйца. Отлично, 1 секунду. Готово. Теперь отнеси все жареные редисовые шарики Эрнесту. Скорей. Не смотри на меня так. Я знаю, что ты хочешь есть. Когда вернешься, тебя будет ждать сюрприз от хорошего охотника. Так. Ух ты, даже так. Возьму еду у Сары. Как возьмешь еду у Сары? Не понял. Я весь диалог в Геншине скипал. Если интересно, можешь посмотреть, у меня на ютубчике есть плейлист с Геншином. Правда, это уже 46-я серия. Ну, там даже больше, потому что там были промежуточные серии с подписчиками, где мы просто бегали, выполняли активности ежедневные. Вот. А как тебе нравится? Да, мне очень нравится сюжет. Я, в принципе, играю из-за сюжета. Не скажу, что Геншин меня привлекает чем-то другим. Здесь очень интересный мир. Мне нравится, что здесь такой прописанный мир. Вот, поэтому и... А вы еще кто такие? Чего вам от меня нужно? Ваша еда, сэр. О, мои жареные редисовые шарики! Вы добавили яйца, как я и просил. Яйца в этом блюде просто творят чудеса. О да, поверь мне, я отлично разбираюсь в еде. Благодарю тебя. Слышишь ты, засранец. Так, возвращаемся. Всем утречка, доброе утро. Сейчас я, наверное, кооп открою. Мы выполним активности. Так. Оплата за еду. Вот и ты. Доставила еду? Вот плата за еду. Так, что-то у нас... Да, все верно, спасибо. Запеканка с овощами, ветчиной и крабом для вас. Прямо из печи. Ну, спасибо. Я не ем морепродукты, но спасибо. Спасибо, мать. Так, я предлагаю сейчас забрать. Мы, кстати, можем крутануть сейчас. Ба-ба-ба-ба, не то нажал. Вот сюда. Катерина, мать. К звездам и к безднам. Добро пожаловать в гильдию искателей приключений. Награда. Гильдия благодарит тебя за выполненные поручения. Вот твоя награда. Спасибо, мать. Так, теперь экспедиции. Я вчера забыл это сделать, поэтому повтор. Так, ну как-никак для прохождения сюжета нужно неплохую пачку персов собрать. Я понимаю, мы собираем. У тебя какие уже есть? Покажи, пожалуйста, свой UID. Так ты же его видишь в правом нижнем углу. Ола. Вот же он, вот, курсор, смотри, вот он. Так, у меня есть Чиори, Дейхе, Фишель, Сахароза, Барбара, Путешественница, Нахида, Линет, Хайдзо, Дори, Шинобу, Яо-Яо, Мона, Наэль, Горо, Кея, Кая, Розария, Арарон, Сара, Сетас, Лиза, Калей, Кандаки, Синцю, Шевриос, Тома, пес, Яньфэй, Сянлин, Эмбер и Камин. Вот такая у меня пачка. Кстати, а давайте я скрафчу сейчас то, что нужно для оружия. Хишира говорит, ну как-то пачка не вяжется. Но думаю, можно что-то Я придумать. понимаю, у меня вайфу гейминг, это немножко другое. Так, что это? БПшка? 30-й, ничего себе, у меня рекорды.
Так вот. Огонь и вода, Хиширо земля и говорит ветер я. сотвори для меня то, что я желаю. Вот. Что я желаю? Я забыл, что я забыл, что я желаю. Секунду. Оружие. Улучшить. Ты. Ось хаоса и нефритовая ветвь внешних морей. Не, я не с тобой хотел поговорить. Отстань. Надо посмотреть, сколько мне надо. Вот это, кстати, да. Улучшить. Так, 4 оси хаоса и 4, окей. Так, Фремени говорит всем доброго утречканя. доброе утречко, не. Так, это же оно? Я же не перепутал? Да, это оно. Подтвердить. О. Так, и ось хаоса. Ось хаоса. 4 штучки. О. Так. Хиширо говорит, ты можешь нажать слева снизу фильтр и выбрать теории. Да, серьезно? Можно персонажа выбирать? Ладно. Качаем. Как закалялась стайль. Вот так и закалялась. Авто. Сюда. Так, 9. Нет, подожди. Око хаоса. И эта штука опять. А это? Где найти? Нобуши. Хиширо говорит, там будут материалы для прокачки Можно конкретно создать выбранного персонажа. 14. Попробуй. Окей. Так, здесь мы надо 9. Здесь мы создаем на все деньги, да? Можно создать 2. Плохо. Да. И здесь можно создать 3. Давайте тогда я не буду пока это создавать. Мы быстренько пойдем воткнем... Воткнем вот этого пацана. Подтвердить. Он сразу Дата делает. Урдатер Окей. говорит Нобусом. Хиширо говорит, ты не забываешь таланты прокачивать. Я качаю по мере возможности, да. Мы вот на прошлом, точнее, вне стрима, мы прокачали артефакты, сколько могли, как могли. И говорит Тенра, прими в другие, пожалуйста. Сейчас приму. А таланты я не могу. Я могу качать, но мне нужна фаза возмущения 2. Почему я не Кирору могу? говорит, тебе легче в капе все собрать. Сейчас соберу. Возвысить. Вот, мне нужны вот эти цветочки. Мне до этого еще далеко. Я не могу ее качать. Но других я качаю. Допустим, та же Сахароза, у нее таланты вкачаны. Керлиф говорит, ты можешь Да. 14 создать. Да, я Хиширо могу, но говорит, остальных не артефакты до хватает. 45 ранга толком качать не нужно. Ну, как сказать. Так, хиль меня. Кстати, я могу тебе отдать? Ой, дать все. Датаур Датер говорит, хочешь, помогу. У меня тут желающих хватает. Спасибо большое. Я сейчас в друзья принимаю тех, кто часто на стримах сидит, поэтому без обид. Потому что Хиширо 100 говорит, людей после очень быстро 45 ранга заполняется. пойдешь тратить слабую смолу в данже для основных персов и фармить арты. Понял. Так, где? Вот это? Кстати, да, мы же ходили в данж, добывали плюшки. Кстати, давайте в данж сходим в тот. Сейчас я открою. Фотопотыщ. Датаур Датер говорит, хорошо, учту. Да. Буквально пару стримов, и я без проблем добавлю. Кстати, по поводу этого. Ты. Так, ты, я так понимаю, пупс, да? Ты пупс? Ты пупс? Давайте я открою пока мультиплеер. Делаем свободный вход. Ой, сразу кто-то залетел. Кирару. Ой, Кирару И быстрые говорит, руки. да. Малявка. Так. Баба, не то. Мика. Пупс. Принял. Понял, принял. Одно место осталось.
Чатик, вы чё? Тамори. Тамори? Подожди, а ты кто на ютубчике, в тиктоке? Ладно, поехали. Уи, классно. Я так был удивлен, когда увидел, Мэтр что Вей можно на говорит кораблях привет. кататься. Ту-да-дан-тон-ту-да-дан-тон. Керлиф говорит Привет, Эки. Матвей. Керлиф, окей. Здесь есть дядька. Вот этот, я так понимаю, или вот этот. Пробел. Вылезь. Мэтр Вей говорит, Дежавю. как дела? Все нормально, как твои. ファッションは私が定義する。 Я думал, почему у меня персонажи не Фремини говорит, а переключаются? кто Тамари? Мэтр Вей говорит тоже. Вон Кирлайф. И это хорошо. Ой-ой-ой, своими метеоритами кидают. Своими дедами. И Все? говорит, эх, не успел. Ой. Кирару. Ой, там этот, как ее называют? Прикиньте, забыл. А у нее же есть название? Сокровищница. Да? Усыпальница. Вот. Сюда! Какая сокровищница, двоечница, это усыпальница. Тоже мне сокровищница. Ой, как хорошо. 私ならもっといいものを Так. 作れるわ。 Го бороться. 手伝って。 Помогайте, пацаны, девчонки. センスないやつね。 Алло, тут сокровищница, поэтому... Нет, это усыпальница, я же говорю конкретно про эту штуку. Кто, где? Все? こういうのが好き。 Так, Фремини говорит, не знаю, пойду на Азию, все равно играть ни с кем. давай. Так, ну что, все, мы здесь все собрали, всех убили. Пойдемте в данжик, в который ходили. Я не помню, что за ресурсы мы выбивали, но мы что-то явно И выбивали. говорит, можно к тебе в кооп записаться на будущее. Slightly smile. Я Face. открываю просто, кто успел, тот успел. А, вот эти палки-копалки, они мне нужны. Давайте собирать палки-копалки. Да? Подождите. Давайте сделаем так. Я нажму C. Я нажму оружие улучшить палки. Четверг. Во, воскресенье. Сегодня воскресенье. Да, это оно. Тут же уровни. Все. Пойдемте. Я смотрю, думаю, почему коричневые палки мы вроде покруче выбивали. Так, все готовы? Вы готовы, дети? Давайте я возьму тогда, чтобы быть более полезным, я возьму сахарозу. Ой, не туда. Кого бить там? Всех. Всех, кого видишь, всех бьешь. Сахароза. Погнали, офигенски. Так, вот, 80-й. Мы можем... нам вот этот нужен. Погнали. Готовы, дети? Хишира говорит, в воскресенье данжи для всех персонажей открыты. То есть в этот день можно кого угодно качать. Это так работает? Это молодцы. Тамори. 花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、何かあ悩みの頃事とはもう違う。一緒に考え Так. Он всегда таким был? Цвет поменялся у данжа. Ой, я не виснет. Бей, круши, ломай. Мне кажется, ли мы какие-то слабые, не? 6308ユニット Ай-яй. Туда их. Ай, почему в меня метеориты прилетают?
Алена Папина говорит: о, ура, появился звук. Здрасте. Какой звук? Звук всегда был. 7号式モジュール И говорит: на тебе щит деда, ты можешь не уворачиваться. В смысле, он закрывает весь урон? Так, куда бежим? Он же не блокирует весь урон, это же щит, он же кончается, нет? Так, густую, чтобы x2 были награды. Эндрюс говорит: хотел сегодня пораньше встать, получилось как обычно. Алена Папина говорит: у меня VPN тупит. Привет. Привет. Хишира говорит: щит хавает около 20 к урона. Окей. Жмакать будете, господа, дамы? Кирару! Ой, засранка. Что? Что было написано? Вышел? Не понял. Ай, ну что случилось? Кирару. Хишира говорит: забудь про увороты, пока на тебе щит, он поглощает 100%, пока не сломается. Зачем ты так сделала? Понял. Алена Папина говорит: тоже недавно установила эту игру, вроде ничего так, Да, Gaming Face. прикольно. Кирару говорит: я вышла, другого перса возьму. Может, ты ДД возьмешь? Эндрюс говорит: сильнейший щит в игре. Там даже в демо деда он стоит, скрестив руки, пока хачапурлы пытаются его ковырять. 行こう。6308式ユニット安全 А он щит ставит только на одного человека или это типа на всю группу? の風シミュレー Когда в меня прилетает метеорит, я получаю щит? Серьезно? Ну блин, я не хочу привыкать к тому, что мне не надо уворачиваться. Я потом буду в лицо получать от всех, кому не лень. 7号式モジュール Я и так получаю от всех, кому не лень. 6308式ユニット安全距離確認 Бей, круши, ломай. Хишира говорит: если с 2, то на всех, у чела с 2. Понял. Эндрюс говорит: на всю группу вроде ток с констами. И говорит: у него конста на щит в капе есть. Понял, принял. Керлиф говорит: меня не взяли. Кого не говорит: взяли? на всю группу вроде Мика ток с Кирару. констами. А ты где был? Хишира Я же не говорит: виноват. щит дается, когда он ставит столб, а не метеорит. Ну просто так совпало, как будто мне в лицо прилетел метеорит. И он же мне дал баф. О, вот это понимаю, вот это одобряю. Так, господа, не дурите, пожалуйста, давайте нормально ходить. Все? Все готовы? Тамори, Кирару, где Мика? Куда пропили? Вот она. Все, пойдемте. Керлиф говорит на экране загрузки. 天道 Какой загрузки? Так. Окей. Косыч. Мур. Такая милота. Аня Мика говорит: мои С2 приконите щит для всех. Все понял, простите, пожалуйста. Как ты его выбила 3 раза? Я не могу его 1 раз выбить. Ты что, почку задонатила? Алло, мать. Тебе не стыдно? Это же незаконно получается, не? 狩役時 吸引テスト開始安全距離 О, вот это мы быстро разобрались. Нас кто-то хилит еще? Кирару говорит: 3 раны. И говорит: Тенра, есть люди, которые донатят на С6 и Сигну Р5. Я Мика понимаю. говорит: почки при мне. А чужие? Хишира говорит: извините. Почки парня, мужа. дает щит именно от Все на метеорита. месте? А дед сам себе дает от столба Вот. ешки.
Вот это я и Фремини понимаю говорит, я теперь. никогда не делал свободный вход, а мало ли что вдруг какой-то учитель зайдет, у меня всегда стояло по приглашению. Нет, у меня всегда заблокирован вообще кооп. Я его делаю свободный вход, когда вот стримчик, когда я вот пускаю людей. Потом я его заново блокирую, ко мне даже постучаться нельзя. Поэтому не переживай. Мы что-то так быстро их разбираем в этот раз. 式モジュール Что изменилось? 6308式ユニット安全距離確認 Вы что, киберспорт стали внезапно? Эндрюс говорит, и постоянно закрыть забываешь потом. Ну, бывает. А разве не только друзья могут там Простоту говорит добавиться? доброе утречко. Доброе уточка. Так. У нас еще одна густая осталась. Потом я хочу выйти кое-что проверить. Жапастик говорит смайлинг фейс. Привет, Жапастик. Хишира говорит мне, любой прохожий может зайти. Серьезно? Вот этого я не знал. 無双の風 Ну ладно, все равно. Эндрюс говорит, войти могут все абсолютно. Понял. Жапастик говорит приветик. Приветик, приветик. 安全距離確認 Где большие пацаны? Вот они. Вот так. Ой, как хорошо. 吸引テスト開始 Все, пацаны в шоке. Минус пацаны. Так. Сейчас мы выйдем. Сейчас мы выйдем. Я хочу посмотреть густую. Я хочу посмотреть, можно ли выбить вот эти штуки в данжах. Итта говорит тамсап. Что? Там зап. Так, что мы хотим посмотреть? Мы хотим нажать C, мы хотим тыкнуть на Чиори, улучшить вот эту штуку. Не ее, подождите. Вот эту штуку. Только Итта часовые, говорит, Итта мой муж. блин. Это твой муж. Везет тебе. Плохо, что вот эту штуку нельзя добывать в данжи. Это прям очень плохо. Подождите, а как посмотреть вообще все детальки? Давайте, я хочу считырить немножко. Мы нажмем B. Мы найдем сейчас его в рюкзаке. Где? Вот здесь? Не здесь. よし Где? Вот здесь, вот. Покупается звездную пыль, часовые руин. Костил говорит Да, Флэт. все распродано. Привет. Кирлив говорит, эту штуку можно добыть и в Инадзуме. Где? Ну, нет, мы сейчас одного убили, мы убивали боссов, с которых это падает. Вот, но больше, он дальше уже показывает совсем далеко. Я думал взять вот эти маленькие, они где-нибудь в данжах будут падать, но нет. 今のうちに Это плохо. Костил говорит, какой ранг? Ранг 42. Че тогда, еще походим на этих пацанов? Будем выбивать, улучшить. Ну вот это мы... Простоту говорит, ты можешь Можно в алхимии. 13. Я не могу в алхимии, потому что я могу создать всего 2 из обычных. А мне нужно еще 10. Понимаешь? Давайте посмотрим, что мне нужно для Дехи. Давайте прокачаем ее вот этот И колокол. говорит пророчу, что тебе сегодня выпадет дед. Понял. Да, у нас будет всего одна крутка, поэтому я не уверен. Так. Ну, погнали, чё. Да. Фремени говорит, свободный вход только в моем чайнике, вдруг что-то надо купить. Это отдельно настраивается? Косыч. Мэр. Такой весь мэр. Мэр. Скажи мэр. Не хочет говорить мэр. Ну ладно. Все готовы? Кирару. Не кусайся. Не кусайся, пес. Кирару, тебя ждем.
Там гидрослаймы. Так мне норм. Погнали. Погнали офигенски. Ну что, получаешь электроурона. Нет, я же воздух. Все нормально. Аня Мика говорит, мобов не показал. ユニット吸引テスト開始6308ユニット無双の風シミュレーター И подождите, я же нормально гидрослаймов воздухом бить норм, нет? 君にさせよ И вот тут еще какие-то пацаны непонятные. Они уже бесстихийные, походу, нет? Ой, как хорошо было. Эндрюс говорит, Фурину на гидрослаймов кто взял. Хишира говорит, Кто такая это Фурина? он, Фурине. А, Времени говорит, Нуда можно настроить вход Это в вот чайник это? по Тамори, приглашению, возьми запретив кого-нибудь и другого, сделать алло. свободным. Рога и Буки Понял. Миады говорит, куда ты с аниме в этот данж. так нормально же. Простото говорит, помнишь, ты меня Нет? в другие хотел добавить. Украначернц говорит, ПР. О, помню. Привет. Кирару говорит, ой, Тенра, у меня к тебе претензия. Какая? Кирару говорит, да я про это, Фурину на гидрослаймов. Так я же не знаю, кто это взял. Тамори, накажите Тамори, в конце концов, я тут при чем? Рога и Буки Миады говорит, а с вами можно поиграть. Можно. Я иногда открываю мир для тех, для друзей. Кирлив говорит, я Так что случайно. будешь на стриме сидеть, тогда добавляй в друзья, заходи без проблем. Без обид. Так, кого мы возьмем? Гидрослаймы. Ну давайте Дехью огненную возьму, и все. Кирлив говорит, я не знала. Кирару говорит, к тебе в ТГ претензию напишу. Отстань. Все готовы? О, что за пес? Погнали. Так, погнали. Здесь же можно выбирать, я забыл. Рога и Буки Миады говорит Кирару, какие претензии к Дехе. Не-не-не, ко мне претензии. Это другое. Какие претензии к Тенри надо говорить? Оло. Я ж пусечка. Хишира говорит, там баф к электроурону. У меня просто нет никого прокачанного электро. Только Фишель, но у нее же атаки слабые. Долбоеб говорит. Я осуждаю твой мини. Долбоеб говорит гей. Можно я блокну? Долбоеб Спасибо, говорит да. Так. Дурачок. Где кто? Вот людям заняться нечем, Рога и серьезно. Буки Миады говорит, хватит спамить. Да, это дурачок Хишира обычный. говорит, кикни его. Да кикну, я его забанил. Так. Цилпынюева говорит гей. Да что такое? Я не такой, спасибо. Так. Мы же сейчас за обычные ходим, за обычную смолу. Фремени говорит, Алла бан ему за спам. Да сделал. Нормально же огнем Эндрюс бить воду? говорит, это дос. Да. Кристил говорит, собака, remember меня. Кристил говорит, Remember me. Да, я вижу твои сообщения, но они не показываются в этом чате. Я не уверен, почему. Подождите, огонь норм. Вот эти пацаны электрические, они же как раз получают урон за перегрузку. Ой, еще жив. Какие сундуки? Макс вернулся шалить. Понятно все. Да, бывает. У нас тут шалуны заходят всякие засранцы. Кромитал говорит плюс. Кристил говорит с монетками. Мгм. Шалуны ходят. Всякие. Мы их забаним, и все, и не будет сундуков, да, Макс? Так, можно я вот так сразу сделаю? Спасибо за подарочек, Матвей.
И говорит, люди по... Эндрюс говорит, это прямо как у меня. Стоило заказать карту Уралсиба. Сразу по 5 раз на дню начали названивать стремнее. Костил говорит, не надо бан. Костил говорит, сундуки нам надо. Сундуки вам надо. Рога, спасибо за подарочек. Матвей, спасибо. Туда их. Хила у нас нету, да? А можно я себе в хил сейчас что-то поставлю, пока мы Рога и здесь? буки Миады, говорит Тенра, я ваш отец. Это вряд ли. Фремени говорит, а по моему DOS-атака делается на сервера, я знаю про это, и это плохо, осуждаю такое. Так, Костил говорит, а чё Дехия умеет? Дехи умеет делать вещи. Вот это, подтвердите. Мэтр Вей говорит Тенра. Что? Рога и буки Миады говорит ничего. Хишира говорит, промокоды со стрима ввел. Да, спасибо. Рога и буки Миады говорит, она бесполезная копиуц. В смысле, ты что, с ума сошел? Такие вещи не говори вслух. Говорит, опять играешь в этот кринж, он the flower laughing. Блин, ты можешь не заходить на мои добавишь стримы. в другие. Да. Напомни, какой у тебя ник. Ты, кстати, почаще заходи на стримы, чтобы Марчахтушка не было говорит, с этим дай проблем. скромность. Я не водила. А они уже все, у них вышел срок годности. Надо было вчера делать. Мэтр Вей говорит, не заходи на стрим. Рога и буки Миады говорит, Тенра мой сын. Тоже вряд ли. Эндрюс говорит, DDoS как раз и подразумевает множественные запросы на сервер. Целью унизить пропускные способности сервака. То, что происходило, это называется Никлас Грин спам. говорит, я на цирк пришел посмотреть. Мэтр Вей А- говорит, если не нравится. Что? Ты Никлас пришел? Грин Ну, говорит, собака до свидания. Бриджит, Никтмутвибридги, одна Я не плач. хочу, чтобы против воли человек смотрел. Зорик Зачем говорит, я страдать? вернулся. Меня в ТикТоке забулили. Такое бывает. Никлас Грин говорит, собака Бриджит, Никтмутвибридги, Лучше сидеть, опять конечно, на новое этапчике на что-то Твиче. придумай. Потому что ТикТок... Простото говорит UID 77342850. Не, ты сам, пожалуйста, кидай. Джексон говорит, подскажи, я на в чём. Рога и буки Миады говорит, А в что Геншине нужно как сделать, быстро чтобы поднимать с вами уровень поиграть? приключенца? Тебе нужно собирать сундуки, проходить квесты, побочные квесты, дейлики. Ну, то есть любую активность делаешь, и у тебя будет подниматься. Эндрюс говорит, Спасибо, Тенра, Матвей. иногда люди любят мазохизм. Согласен. Но я его забанил, чтобы он не страдал. Я, конечно, садист, но не хочу как-то. Зорик Сегодня не говорит, хочу. да такое не бывает. Уже стримов 9-10 у меня в ТикТоке ничего не показывает. Простото говорит, а я не знаю, какой у тебя. Иди на ютубчик, на Twitch. Как с вами играть? Сначала... Ну, я открываю иногда просто свободный доступ, и ко мне Зорик заходит. говорит, точнее сообщения не озвучивает. Я понял. Мэтр Вей Бывает. говорит, потом буду на ютубе смотреть. Все хорошо. Там плейлист есть. Заходите, если что, в плейлисты. Там море сейчас отъедет. Всем советую переходить на Twitch и YouTube, потому что, во-первых, там полный экран, там лучше картинка, там в 2К. Вот. И, в принципе, получше. Всегда озвучивает сообщения, не Времени, говорит, банит. за задание А TikTok очень банит много сообщения. опыта приключений дают. Да? Именно так. Зорик говорит, то есть их видит, но их не показывает в озвучке. Да, я понимаю. Это проблема, опять же, ТикТока. Рога, спасибо за подарочек. Куда? Бум! Есть задел. Джексон говорит, прикольная игра, раньше не играл, телефон не вывозил, а сейчас устройство новое, перешкод в Genshin под ГР. Кишири говорит, прикинь, я этого чела, который писал, опять ты играешь в этот кринж, я его дианомил летом, ибо он... Кишири говорит, ибо он моему другу под стримом по Геншину такое же писал. Ой, да зачем? Просто забанил и все. Господи. На самом деле, дурачков на стрим заходит вагон. Мне без разницы. Зорик говорит, вот не люблю ютубчик, потому что если ты с него выйдешь, то стрим у тебя закроется. На Twitch иди. Простото говорит, все добавил.
Хорошо. А какой у тебя там ник? Хишира говорит, там пацан буквально цыган. Мне не важно, на самом деле, ничего страшного. То, что меня, допустим, пишут какие-то там обидные вещи, как им кажется для меня, или там просто спамят, мне ничего от этого вообще плевать. И человека забанил, забыл навсегда. Говорит, доброе утро. Доброе утречко. Джексон говорит, а на ютубе ест эфир твой. Эфир, да. YouTube, Twitch, Трова и Простото ТикТок. говорит, все добавил. Стримлю везде одновременно Дорогой всегда. Букиняты, говорит Тенра. Вы чулбой. Чилбой, ну, я просто... Мне 31 год, я уже понимаю, как к некоторым вещам нужно относиться, и из-за многого вообще не переживаю. Потому что, опять же, жизнь воспитала, так сказать. Сюда. Осталось чуть-чуть. Сейчас 40 смолы, да? Где? Покажи. Покажи мне все. Рога и Да. буки Миады говорит, ахаха, жизнь воспитала, и вы в Геншин играете. Простото Кажется, говорит, я жизнь тебя пошла добавил. куда-то не туда. Я понял, И понял. говорит Какой ник Тенра у тебя? вайфу бой. Вайфу бой, да. Рога и буки Миады говорит прикнейтка. Джексон Мгм. говорит, а как канал называться на ютубе? Также Тенра. Вы можете везде написать Зоя Тенра, и говорит, меня Тенра, найдете. а у тебя ник на Твиче тоже ник Тенра. Ник везде Тенра. Пишите Тенра, Хишира меня говорит, находите. напоминаю отметиться в ежедневке на сайте и зайти на сайт с Мовуикой отметить. Блин, на самом деле я это не делал. Напомните, что там дадут за это? Там, я помню, сколько-то примагемов, еще что-то дают. Давай. Хишира говорит, где именно. Кремени говорит, я редко захожу в Twitch, но не всегда идеально грузится, иногда бывает с тормозами. Да, ТикТок также, блин. Разница Простото не сказать, говорит что большая. примагемы. Примагемы. Сколько? Просто стоит париться из-за этого или нет? Остался последний заход. Хишира говорит, ежедневки 100 в месяц, сайт с Мовуикой 180, но это одноразово. Говорит, ну, видел одна крутка. Мовуику. Еще нет. Простото говорит 60-60-60 на сайте с Мовуикой. Понял. Сейчас мы всех разберем, и я, наверное, после стримчика гляну. Плюс F4. Правда? И тогда будет секретный код откроется мне? Или я получу супер крутые примагемы, да? Луну выдадут? Расскажи. Что произойдет? Ну, вот видите, какие дурачки заходят? Так, все, это последнее. Сюда. Покинуть. Хишира говорит, если нажать, ты сразу выбьешь всех персов с 6 сигнами R5. Да, лошадь, примерно фейс, так и лошадь, будет, фейс. по-любому. Ну, как иначе? По-другому же никак. Оружие. Риви Улучшить. говорит, давай забаню. Ну, забань. Так. Простото говорит, если не ошибаюсь, гарант на Мавуйку. Сорга говорит, кто сейчас в крутках. О, Сорга говорит, можно создать. Сейчас дед, этот, Джун Ли и Риви Невилет. говорит, а с кайфом. Туда его. Риви, ты же не можешь банить, алло. Ты можешь замутить. Ты только не перепутай вон того Фриди Блокс Фрут. Так, Простото говорит, и я добавил в другие прими ПЖ. Риви говорит, баба. спасибо, добрый дядя. так, Сорга туда. говорит, бро, а не знаешь, когда ся? не знаю. У IG Куда я говорит, нажимаю? Бехи Чё? самая лучшая девушка оффуэ. Во, любители Дехи подъехали. Спасибо за подарочек. Эндрюс говорит, на всех натлановских персов идет шанс не 50 на 50, а 55 на 45. Ячлени гарант. Хишира Непонятно. говорит, ся скоро в региональном. Так, улучшить. Мне нужно 2 вот таких эпос Дакарабиана. Ремембрик говорит, угадай, кто пришел на Twitch.
Здрасте. YGI говорит, я на ней миллион поставил Place of Worship. Сорга говорит, собака Хиширану через сколько примерно. Так. Джексон говорит, сколько играешь в Геншин. 3-й месяц, внезапно. Я И сам в говорит, шоке, но Ся 3-й будет во месяц. второй половине Вот он. 5.3. Да. Мне нужно еще 2. Вот так. Создать. Подтвердить. Сорга говорит спасибо. Так. Возвысить. А-ба-ба, не то. Оружие. Эндрюс Улучшить. говорит, простыми словами дают до 5% шанса на выбивание нового перса, если сейчас не гарант. Понял. Фремини говорит, Ой. не надо нажимать Alt плюс F4, я вообще отключил эту комбинацию клавиш через Armory Create, это прога от Asus. Да нет, я иногда пользуюсь, просто Реминбрик мне говорит, надо. вот что-то когда-то пошло все не туда. Сидел же хорошо себе на ТикТоке, а сейчас уже на Твиче. Да, хорошо же, на Твиче Кристил классно. говорит, а зачем меч-колокол? А другого нету. YGI говорит, на ней стоит ее сет и сигна бычка. Сигны нету. К сожалению. У меня сигна только на Чоуре есть. Так, кстати, надо поменяться. Ты? Кристил говорит, Alt F4 дает 10 примагемов. За каждое Кишира нажатие. говорит, а меч-колокол на самом деле на ней хороший. Да, мне и так и сказали, как бы. Не я придумал, мне посоветовали. Ладно, давайте крутанем. Что произошло? Кысыч. Давайте подмоемся, вот сейчас И говорит, у фонтанчиком. тебя 2 сигны есть. О, все, подмываем ее и делаем одну крутку. Даже 2 крутки, одну вот сюда сделаем. Риви говорит, уф, сейчас муты полетят. Джексон говорит, а какое оружие лучше? Какие на муты, 18 зачем? уровня приключенца, у меня просто 18 уровень приключенца. Не-не, это же Реминбрик шуточки. говорит, Тенра, как там Кысыч. Слышишь, Риви, ты, я надеюсь, ты никого там не замутила, это мы YGI шутим. говорит, жду Не видео, переживай. когда будешь качать теории. Хорошо. Так, предвестник Зари. Окей. Мы крутим вот этого деда, у меня Риви говорит, 70... сам же разрешил. Ты что, замутила? Серьезно? Говорит, я тоже крутила. Подожди. Люди, кого Риви Эндрюс замутила... говорит, только что проверил достягу легкая победа. Сейчас. Нанес единовременно 660. Размуть обратно, кого замутил. Там только одного чувака надо было. Говорит, но меня послали. Кого ты замутила? Риви говорит, точка Тенра, у тебя сарказма нет. Ой, иди в Фремини задницу, говорит, малявка. единственное, где Засранка. нету ника, это на серверах Азия Всё. и Америка, Крутим. там я без никий. Крутим. Реминбрик говорит, Тенра, как А ничего не Кысыч, выпало. Бен Буборнс. Все хорошо. Простото говорит, а ты знаешь, что первым Дубина дворянам переговоров. дадут на выбор 4-звездочного перса из Лиюэ и 10 круток. Что-то я Кирилл такое вроде говорит, слышал. ахахах, Риви лучшая. Кристил Засранка. говорит, а кого бы хотел из лек? Риви говорит, Да ах, уже вот пока так вот. никого. Я Чори выбил. Я мне тебя норм. тогда замучу. Не надо, все, Риви, Усер прости. говорит, до последнего тянет дед. Да, тянет меня за все причинные места, собака такая. Эндрюс говорит, считай, 20 круток дадут. Ведь еще Пойдемте прямо сделаем на почту. фоточку. Пойдемте. Так, куда мы пойдем? Пойдемте Кристил говорит, куда-нибудь. чё за мутки пошли. Какие? Риви говорит, а вот надо было раньше. А все, не надо. Кисель Марсель говорит, привет, Тенра. Привет. Реминбрик говорит, скоро Тенра будет уже не терпеть как раз переговариваться с Михуя. Айю Что? говорит, ку. У нас здесь была. Привет. Кристил Так, куда говорит, мы идем? всех мутят. Да. Риви, она такая, она Любитель чая злодейка. говорит, я выбил деда с первым созвездием, а второе мне не летит смайлинг фейс вистир. Я еще одного даже не пощупал, Альбина даже не говорит, понюхал привет. деда. Привет. Реминбрик говорит, Тенра, дед не понял шутку. Отстаньте. Я слишком стар для этого Кисель дерьма. Марсель говорит, а что тут происходит? Ну тут Риви шалит, чужище, Простото как говорит, всегда. а чё ты не проходишь бездну? Ты, говорит, дворец Кстати, нефритовый. бездну, надо будет сходить туда немножко. Говорит, Риви, будешь моей женой. Ой-ой, Или мужем. помогите. Эйс Кремни говорит, привет. Риви занятая. Все Как нормально. долго в Геншин играешь? 3-й месяц, внезапно. Реминбрик говорит, ну все, батек, извини. Кристил говорит, а чё теории не качаешь? А я не могу, ее надо Альбина качать говорит, в локациях, можно которые у меня еще не открыты. Риви говорит, Альбина, научишь привет. выражать сарказм, потом докапываешься. Так, Полка Давайте говорит, ты до фотаемся. сих пор проходишь квест.
Нет, мы Рири уже... говорит, Стоп, собака подождите. нет, я занята. Дежавю. Фремени Проплывите говорит, ник некоторое только время на на... YouTube Twitch TG Genshin на сервере Европы ТТ в учетной записи Microsoft и где. То еще не помню. На Пустоту говорит, там волноходе дают по 100 на высокой дыма. скорости есть. Эйс Кремерни Стремление, говорит, стремление людей, стремление всех людей. Жаль. Прикоснитесь к символу вечности Кристилл статуи говорит, как всевидящего фонтаны божества. открываются после сюжета Монда. Принцесса Полка за говорит, ширмой. можно к тебе зайти. Нет, Фонтейн, он же не идет. Кристилл Не, говорит, ко мне там нельзя. телепорт будет. Принцесса за ширмой. Официально Дичжунли познакомьтесь с говорит, молодой КР. госпожой клана Камисата. Кисел Есть. говорит, Привет. даже всего 10 минут пропустил. Ты пропустил Ремембрик 2 говорит, часа вот 6 сейчас минут. молодежь боится идти не по сюжету, а я в свой 2023, Как закалялась сталь? когда Возвести у меня оружие была до 4 фазы. Сою я всю карту открыл, кроме Инадзумы. Я хочу идти по сюжету. Я Полка хочу говорит, идти по можно к сюжету. тебе зайти. Нет, я уже завершаю стримчик. Мы сейчас сделаем фоточку. Как на паспорт встали. Ох, беда. Так, сейчас давайте Alt. Кисел H. говорит, что 2 минуты 6 секунд. Не-не-не, Ксельчик. Дерки Карт говорит, выбилось и 2 деда, и Си-1 Вот, Нави. вот такая фоточка будет. Красивая. Ремембрик говорит, Стоим на руки пляже, по швам. отдыхаем. Да. Ремимбрик говорит, стали ровно. Ну что, чатик, Ремимбрик говорит, улыбаемся. давайте я вас выключу. Костил говорит, ты на каком сюжете? Я сейчас Инадзуму прохожу. А после стрима можно в мир. После стрима я выхожу из игры, поэтому вряд ли у тебя получится. Ладно, всем большое спасибо за ваши лайки, подписки, подарки. И самое главное, спасибо большое, что провели это время со мной. Был продуктивный стрим, мы прошли немножко сюжета в Инадзуме, мы выполнили ежедневные активности, мы чуть прокачали Чиори, Дэхью, вот. Поэтому всем большое спасибо, всем пока, и как всегда на прощание, нарара. Давайте, пишите пока мне, пишите пока чатику, и я выключаю стрим. Я тебя запомнил. Ребят, стань. Все. Хоть я только зашел, но я помню, что ты обещал на часик продлить. Нет, такого не было. Все, всем пока. Пока, пока, викинг. Давай, пока. Все, вырубаю. Так. YouTube, Twitch, Трова. Всем большое спасибо. Всем пока.